Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей, магазин Мир Моделей. И сегодня я хочу рассказать о новинке от компании Reichelt Model Panzerkampf-1 FIR Ausf. На самом деле фирма Reichelt Model предлагает собрать один из двух вариантов. Это либо непосредственно Ausf, либо машину артиллерийских наблюдателей Panzerbeobachtung Ausf. Данная версия четверки производилась с июня 1944 по март 1945 года, и целью данной модификации было дальнейшее упрощение производства танков. В частности, бортовые экраны стали изготавливаться решетчатыми, был упразднен электропривод поворота башни и бортовой смотровой прибор механика-водителя. Всего было выпущено 2970 экземпляров данной машины. Бронирование: лоб корпуса 80 мм, борта, башня 30 мм, крыша 15 мм. Вооружался танк 75-мм пушкой КВК-40 с длиной ствола 48 калибров и двумя пулеметами МГ-34 калибра 7,92. Запас хода по шоссе составил почти 300 км, максимальная скорость 37 км в час. Экипаж 5 человек. Касаемо ходовой части, у модели Йод сократилось число поддерживающих роликов с 4 до 3. Машина артиллерийских наблюдателей была выпущена в количестве 90 штук. Panzerbeobachtung FIR отличался от базовой модели дополнительным радиооборудованием, за счет чего был сокращен боекомплект до 20 снарядов и упразднен башенный пулемет, и стереоскопической трубой командира, с помощью которой можно было наблюдать за местностью, не вылезая из башенного люка. Теперь можно перейти непосредственно к содержимому коробки. Данный комплект содержит 4 варианта поддерживающих роликов, 3 варианта дульного тормоза, а также частичный интерьер башни с высоко детализированными деталями орудия и пулеметной установки. Ходовая часть и гусеница выполняются подвижными. Гусеница состоит из наборных траков, соединяемых полупальцами. Данные особенности комплекта графически отражены на торцах коробки. Инструкция выполнена в виде многостраничной цветной брошюры формата А4. На лицевой части указаны условные обозначения. Далее даны изображения литников и по 2 варианта покраски на каждую из версий, которую вы можете собрать из данного комплекта. Цвета даны в красках от Amamic. Для сборки данной модели, помимо всего прочего, потребуется набор сверл от 0,4 до 1,5 мм и 2 варианта клея. Один для пластика, второй цианокрилатный для того, чтобы закрепить детали фототравления. Также дополнительно хочется обратить внимание на вложенные листы с исправлениями ошибок в инструкции. Поскольку мы можем собрать 2 варианта из данного комплекта, вариант сборки машины наблюдателей, как правило, отмечается другим цветом и в рамочке. Ванна корпуса в данной модели собирается из отдельных деталей. И вот на первом литнике как раз представлено днище с детально проработанными элементами конструкции, борта, крышка моторного отделения и задняя стенка корпуса. Одна из деталей орудийной маски. Далее у нас идет верхняя часть корпуса с бортами подбашенной коробки. Башня представлена одной отливкой, очень детально проработаны головки винтов. Дальше у нас представлены литники с деталями башни и башенного интерьера. Одно из конструктивных отличий Panzerbeobachtung от серийных машин было то, что командирская башенка у него устанавливалась от штук 40. И это прекрасно отражено на литниках. Также на литнике присутствует другой вариант орудийной маски. На этих литниках у нас присутствуют детали лобовой части корпуса, 3 варианта дульного тормоза, про которые я уже говорил, детали подвески, люки, часть командирской башенки, укладка дополнительных траков
Задняя часть башенного экрана, крылья и элементы крепления бортовых экранов. Несмотря на то, что модель не снабжена полным интерьером, дана даже такая деталь, как моторная перегородка. Далее идет литник, объединяющий в себя несколько блоков с деталями с укладкой ZIP, деталями интерьера башни, в том числе от башенных пулеметов, коуша буксировочного троса, антенны и антенные вводы дополнительных радиостанций, плюс форма для сгибания фототравления знаменитой метелки дополнительной антенны. Этот литник представлен в двух экземплярах. Далее идут по два литника с деталями ходовой части, в частности с опорными катками в обрезинке, на которой даже изображено клеймо производителя. И два варианта сборки направляющих колес. На этих литниках представлено 3 из 4 возможных вариантов сборки поддерживающих роликов. И на этом один. Поскольку ходовая часть подвижная, гусеница, соответственно, состоит из наборных траков, соединяемых полупальцами при помощи кондуктора. Ну и втулки для ходовой части. В виде фототравления даны бортовые защитные дополнительные экраны, метелка, дополнительные радиоантенны, петли люков и креплений. На отдельном литнике выполнены прозрачные элементы приборов наблюдения и фар. Плюс здесь у нас есть комплект декалей двух разных вариантов сборки. Комплект от Raya Field Model содержит большое количество деталей, что с одной стороны потребует повышенного внимания при сборке, а с другой стороны позволит собрать очень копийную и историчную модель данного танка. С вами был Алексей, магазин Мир Моделей. До свидания.